Друзья, всем привет! Сегодня поговорим на важную и непростую тему. Можно ли легально владеть оружием в Германии и как это устроено на практике? Потому что многие уверены, что в Германии оружие полностью запрещено. Это миф. Владеть оружием в Германии можно, но это строго регулируемая система разрешений. И здесь важно сразу провести ключевое различие. В Германии владение оружием не является конституционным правом, как в США, где существует вторая поправка. И это не модель, как в Швейцарии, где традиционно допускается более широкое владение при иной, более мягкой системе контроля. В Германии это разрешение, которое нужно обосновывать и постоянно подтверждать. Все, что связано с оружием, регулируется законом Waffengesetz. Это базовый закон, который определяет правила владения и хранения, перевозки и контроля оружия. Этот закон жесткий, и он реально применяется. Контроль не формальный, а практический. К владельцам оружия могут прийти домой с проверкой условий хранения. Такие проверки проводятся регулярно, в среднем раз в несколько лет, но могут быть и чаще. Если выявляются какие-то нарушения, то разрешение аннулируется. Теперь разберемся, как вообще можно получить разрешение на оружие. Существует три основных пути. Первый путь – через охоту. Вы получаете охотничий билет, Jagdschein. Это серьезное обучение, экзамены и практика. После получения Jagdschein вы имеете право приобретать охотничье оружие. Это нарезное оружие и гладкоствольное. Также допускается 2 короткоствольных пистолета или же револьвера для добора подранка. Как получить охотничий билет, я уже рассказывал в своем прошлом видео очень подробно. Вы можете найти это видео на моем YouTube-канале или же в описании по ссылке. Давайте вернемся ко второму пути. Второй путь – это стрелковый спорт. Вы вступаете в стрелковый клуб, регулярно тренируетесь, участвуете в соревнованиях. Минимальный срок – около 12 месяцев активной практики. Все тренировки фиксируются в специальном журнале. После этого клуб выдает вам ходатайство. Далее подается заявление на разрешение, необходимые документы, паспорт, членский билет клуба, журнал регистрации оружия и участие в соревнованиях. В некоторых федеральных землях могут потребовать еще и справку о проверке на благонадежность. Разрешение вам выдается строго под конкретную дисциплину. Пистолет под пистолет, винтовка под винтовку. Если я, к примеру, стреляю упражнения по летающим тарелкам скид, то мне будет выдано только разрешение на дробовик. Но оба эти пути получения разрешения на владение оружием в Германии не дают вам права свободного ношения оружия в общественных местах. В Германии ношение оружия запрещено. Перевозка допускается только в разряженном виде, оружие должно быть зачехлено и транспортироваться с конкретной целью. Например, если вы едете на охоту, то у вас должно быть охотничий билет, разрешение на оружие, Waffenbesitzkarte. Оружие упаковывается в специальный чехол. Чехол обязательно запирается на навесной замочек или есть встроенные замочки. И оно обязательно должно быть разряжено. То есть патроны должны быть упакованы в какой-то либо сумочка, либо этуя такая, муницион таши, либо какой-то пластиковый кейс. И в случае при проверке полицейский вправе проверить, как вы перевозите это оружие. В случае нарушения, естественно, будет оно фиксироваться и возможно изъятие оружия, прекращение действия вашей лицензии. Со спортивным оружием точно так же. Если я еду на тренировку, к примеру, с пистолетом, то я должен упаковать его в кофр специально пистолетный, закрыть его, разрядить его обязательно, желательно магазин отделить от пистолета и так его перевозить. То есть носить оружие в кобуре под курткой или за поясом в Германии запрещено. Чтобы было понятно, здесь нет никаких двухзначных решений, только для определенных целей. Охота или же занятие спортом. Имеется еще один, третий вариант.
Это Kleiner Waffenschein. Это разрешение касается газовых, сигнальных или холостых, их еще называют бланк-пистоли. Для его получения требуется заявление, паспорт, проверка на благонадежность. Все эти документы подаются в полицию, в специальный отдел. Обучение и членство в спортивном клубе не требуется. Ну и здесь есть ограничения по ношению этого холостого оружия в общественных местах. Например, в Гамбурге строго запрещено носить такое оружие на Хауптбанхофе или же на Риппербане. Такие ограничения вносятся местными властями. И появляться там даже с холостым оружием категорически запрещено. Теперь, друзья, ключевой блок. Это требования закона. Первое. Самое главное, проверка благонадежности. Проверяется отсутствие судимости. Проверяется поведение и дисциплина. Нет ли у вас разных там штрафов каких-то. Даже учитываются штрафы при вождении автомобиля. Также учитывается, если у человека алкогольная или наркотическая зависимость и общее поведение человека. При возникающих сомнениях разрешение не выдается. Или же может быть даже отозвано в любой момент после выдачи. Второе – это хранение. Оружие должно храниться в сертифицированных сейфах. Сейф должен соответствовать установленному классу защиты. К примеру, есть сейфа для хранения гладкоствольного, нарезного оружия, но если вы покупаете пистолет, к примеру, то вы должны приобрести особый сейф с таким отдельным отделением для хранения короткоствольного оружия. Боеприпасы должны храниться обязательно отдельно. Доступ третьих лиц, даже детей, жены, категорически исключен. Нарушение этих правил ведет к потере разрешения. Третье. Это транспортировка оружия. При транспортировке оружия, например, вы едете на охоту или же на стрелковый стенд, называется шиш-штанд. Оружие должно быть обязательно разряжено, упаковано в чехол и закрыто на замочек. Перевозится оружие в Германии только с конкретной целью. К примеру, едете вы на охоту, значит, вы едете только на охоту. Вы не можете заехать по делам, к примеру, на работу, оставить там оружие или же отработать, потом ехать на охоту. Все это может рассматриваться при проверке как нарушение. Теперь про очень важный момент, про возраст. Как я уже говорил в прошлой своей передаче, охотничий билет выдается с 18 лет. То есть с 18 лет вы можете полноценно стать охотником и приобретать охотничье оружие, вплоть до короткоствольного. С 16 лет возможен юношеский вариант с ограничениями. То есть оружие, к примеру, вы используете отцовское. Спортивное оружие, как правило, с 18 лет. Могут быть исключения для пневматического оружия. Теперь важное понимание. Оружие в Германии – это не средство самообороны повседневной жизни. Это инструмент охоты и спорта. Вся система построена вокруг этого принципа. Теперь мое мнение. Да, вся система в Германии строгая, иногда чрезмерно строгая. Но это дает результат. Если, к примеру, взять статистику и посмотреть, сколько же было совершено преступлений с применением зарегистрированного оружия, то эта статистика показывает, что это единичные случаи на всю Германию. И вообще вся мировая практика показывает, что охотники и спортивные стрелки очень редко совершают какие-то криминальные действия с зарегистрированным оружием. В итоге, можно ли владеть оружием в Германии? Да, можно. Легко ли это? Нет. Но при наличии цели, например, вы хотите стать спортивным стрелком или охотником, дисциплины и соблюдения закона – это абсолютно реально. Если тема интересна, напишите в комментариях, что вы хотите разобрать дальше подробнее. Уважаемые зрители моего канала, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии, подписывайтесь. Дальше вас ждет много интересного. Например, в следующем видео я хочу разобрать все нюансы про владение пневматическим оружием. Ведь пневматика, она тоже у нас считается оружием. И все действия с ней, стрельба, хранение, перевозка, тоже регулируется законом об оружии.